Хау, я Игорь. И сегодня у нас вот такая коробка. Коробка с Алиэкспресс. И здесь у нас лапша быстрого приготовления. Множество видов. Ну, не множество, тут не знаю сколько. Не помню, сколько я заказывал. Штук 8-10, может быть. И продавец, который продает эту лапшу. Это русский продавец на Алиэкспрессе. То есть доставка по России быстрая. Плюс бесплатная, если вы заказываете свыше там, по-моему, 90 рублей, что ли. Я поначалу ошибся и стал заказывать по 2 вида, чтобы бесплатная доставка была. А потом уже, когда оплатил, понял, что зачем я это делал. Я же общую сумму заказывания больше 90 рублей точно делал. И то есть доставка в любом случае была бесплатная. Так что некоторых видов лапши здесь по 2 штучки. А в общем, наверное, да, штук 7, 6, 8 видов. И да, продавец классный, очень классный, я с ним общался. Я попросил его, так как здесь много видов лапши, и за раз я ее всю не смогу попробовать. Извините, физиология столько в меня не залезет. Так что я попросил упаковать мне каждый вид лапши в отдельный пакет. Чтобы это была распаковка все-таки, как-никак, с Алиэкспресс. И он пошел мне навстречу. И да, сделал это, смотрите. Каждый вид лапши в отдельном пакетике, как я и просил. Так что сегодня, вот видите, здесь бывает по 2 вида, как я говорил, заказывал. Так что сегодня мы попробуем 3 разновидности лапши. Так, здесь у нас баночка, пакетик. Все. Так как я и сказал, что физиология не позволяет мне столько очень много пробовать. Поэтому будет всего 3 вида лапши. Остальные, если хотите посмотреть, что же дальше там есть, то подписывайтесь на канал, тыкайте колокольчик, и тогда вы не пропустите эти ролики. Вкуснятинка из Китая. Лапша — это же топчик. Лучше, чем всякие закусочки, которые непонятные вкусы, соя и тому подобное. Это лапшичка. Лапшичка быстрого приготовления. Так что советую подписаться, тыкнуть колокольчик и ждать выпуски про лапшичку. А тут он поломался. Тут нет. И давайте же открывать и смотреть. Я уже там поставил чайничек, он уже подзакипает. Будем сейчас открывать, заваривать и пробовать. Я не знаю, давайте начнем с этой. Погнали. Спасибо большое продавцу вообще, что он сделал. Это шикарно. Настоящая распаковка. Хоп. Правда, видите, да, пакетики. Все здесь адресов без всего. Он получается, на какие-то там, не знаю сколько, 50 копеек, может, стоит рубль. Там, не знаю, пакетик этот на мне разорился чуть-чуть. Но пошел ко мне навстречу. И смотрите. Большая пачка. Прямо она огромная. То есть лапши здесь вообще прям много. То есть, да, я бы по факту не смог за раз столько употребить. И здесь у нас нарисован вот такой вот птенец, который держит сыр. Лапша. Балдек, как-то называется так. Чизхот, чикен, рамен. То есть сырные, горячие, куриные. Лапша с бульоном. Переводчика, видите, могу. Тут даже, кстати, вот если посмотреть, способ приготовления есть на русском, на казахском и на уз. Не знаю, уз. Какой это язык. И да, чтобы вот не мучить себе голову, так как это, скорее всего, лапша для экспорта. Так что они, видите, перевели. Лапша быстрого приготовления. Hot Chicken Cheese Ramen. Острая со вкусом курицы и сыра. Острая со вкусом курицы и сыра. Вторая пачечка. Молодец, продавец. Вообще топчик. У него ее много, всякой разной. Так что частенько будет у нас лапшичка. Цена там адекватная, как мне кажется. Вторая пачечка, смотрите.
Нарисован также цыпленок, который лапшичку наяривает. Розовенькая. Он на воздушном шарике летит. И смотрите, как красиво она изображена. Hot chicken опять там острое что-то. И сыр опять присутствует. Давайте смотреть, есть перевод на русский. Вот. Здесь уже минус. Перевод на русский язык нет. Не вся, значит, она. Ну, немножечко владение английским позволяет мне. Hot chicken. То есть горячая курочка. Острая. Острая куриная лапша. Ну и тут нарисован немножечко сырочек и чесночочек. С сыром и чесноком. И третья лапша на сегодня. Ее тут две, так как они не дотягивали до бесплатной доставки. Я ее заказал две. А нет, да-да, все правильно. Одну я уберу, потом ее на работу возьму съем. Это вот такая bowl noodles soup. Перевод есть тут или нет? Нет, к сожалению, нет. Ну и знакомых слов я не вижу, так что прибегнем к переводчику и переведем. Аромат. Аромат чего? Аромат чего? Миска лапши. Ну, я понял. Самьянг. Ну, это фирма-производитель. Аромат кимчи. Вот. Лапша с ароматом кимчи. А кимчи это что у нас? Это какой-то китайский соус, наверное. Да? Или блюдо китайское. Ну, короче, сейчас будем пробовать. С ароматом кимчи. Почему так? На одной пачке есть перевод? На остальных нету. Хотя да, смотрите, вот эти вот две пачки, они вроде бы как бы одинакового производителя, да, вот Балдек. И все, вроде как бы все одинаково. А почему-то там есть перевод на русский. А тут его, к сожалению, увы и ах, нет. Я пошел брать чайник и тарелочки под лапшу. А вы пока напишите какой-нибудь комментарий. Вот, принес я свою чашечку, любимую, под лапшичку. Ну и вторую чашечку. Только на вторую чашечку забыл крышечку. Чудесным образом крышечка у нас переместилась ко мне. Пока уберем в сторону, давайте заварим мои любимые тарелки. И здесь я хочу набахать вот эту сырную лапшу. Офигеть, смотрите, она толстая прям, пухлая лапша. Вообще, даже в тарелку не влезает. И здесь два соуса. Дайте немножко поломаю, что ли, чтобы она залезла. Как-то так. Как-то вот так. Здесь в первой пачке оранжевая у нас сыр нарисован. И здесь специи, вкусовые добавочки, которые нам сделают сырок, курочку. И вот смотрите, какой яркий цвет. Как у упаковки, вот оранжевый. Тут такой же внутри он яркий. Тут еще зелень присутствует. Все до остатка. Здесь соус. Внутри тоже сыр нарисован. И сырный соус еще. Сырная приправа, сырный соус. И здесь, скорее всего, перчик у нас. Смотрите, его много. Соевый соус. Ой, как он густой. Классный. Цвет прям темно-темно-красный. Прям обалденно темно-красный. Пахнет шикарно. Так, а давайте глянем на упаковке. На упаковке способ приготовления: налить 600 мл в кастрюлю и довести до кипения. В кипящую воду положить все приправы и лапшу и варить 5 минут. Мы с вами этого делать не будем.
А мы заварим ее кипяточком. 600. Где-то. Наверное, вот так вот. Да. 200. Ну да. Скорее всего так. Погуще будет. Попозже перемешаем. Или сейчас даже перемешаем. Чтобы это... Ну, она утонула вся. Вся нормально заварилась. Надеюсь, не появятся хейтеры, которые мне напишут: написано же было, надо варить. А я не хочу. Я хочу запаривать. Убираем вот сюда вот в стороночку. И давайте пока... Ух, весь в этом соусе. И давайте пока вот эту вот чашечку откроем, посмотрим, что же в ней у нас. Пленочку упакована, видишь, еще это немножечко она помялась. Открывается хорошо. Вот, поставим. Здесь у нас одна приправа, что ли? Да, больше ничего нет. Но опять же, видите, смотрите. То есть зелень, перчики, лучок там, зеленушечку, все, они уже туда насыпали. Нам осталось только вот порошочек туда. Ох, темно-красненький какой. Острый, наверное, будет. Ну, ничего страшного. Острая лапшичка — это топчик. Топчик. Заливаем кипяточком. Примерно тут вон какая-то риска есть. Вот как-то так. И закрываем. Тоже убираем. Ну и тарелочка наша. И третья лапша. Вот это розовая, которая куриная, острая лапша. Давайте вскрывать ее и смотреть. Ух ты, она еще интереснее, чем та первая. Сейчас вы увидите все. А она здесь вот такая вот. Смотрите, прям какая-то кудрявая, пухленькая, необычная. Вот она какая. Смотрите, какая она прикольная. Такую я еще ни разу не видел. Первый раз вот такую пробовать. 2 приправы. Тут нарисованы стрелочки, где открывать. Powder. Hot chicken. Ну, короче, здесь наши усилители вкуса. Эти белые. Угу. Прям белые. Маленькие кусочки зелени. Покрошили их вообще меленько. Классно. И соус. Мне кажется, он будет такой же, как в первой пачке. Темный. Да, вот он, смотрите. Обалденно вообще выглядит. Классная лапша. Вот визуально, я вам честно скажу, даже пускай здесь всего 2 приправы, да, там каких-то у меня было по 4 штуки там с маслом и тому подобное. А здесь всего 2. Ну вы посмотрите визуально, как это красиво выглядит. Прям, ну, замечательно вообще. Прям хочется, оно вкус прям... Оно прям на вид прям зовет. Попробуй меня. Попробуй, Игорь. Красиво. Да, видите, не всегда решает количество. А бывает решает качество. Ох ты, бульон какой получился белый. Давайте крышечкой. Она сейчас немножко распарится. Мы ее перемешаем, чтобы она там вся утонула и пропиталась. И еще раз помешаем наши вот эти 3 вида. Ну и все. Оставляю я это все дело. Хорошенько завариться. А сам сделаю перерыв. Дождусь это все. А для вас это вырежу. И вот такой щелчок. Видите, как все быстро оказывается. Можно делать. Вот у меня вот так. Щелкнул пальцем, оно уже все заварилось, готово. Ролик отснят, смонтирован и выложен на YouTube. Первую заваривали эту сырную. Что-то с сыром как-то, не сыром она. Не очень уж она какая-то и сырная. Ну, что-то такое далеко-далеко-далеко напоминает запах сыра. Ну и вот.
Господа, те, кто считает, что лапшу нужно варить, она вот полежала у меня, давайте пробовать. Заварилась, нет? Она идеально заварилась. Горячая сырная лапша. Она действительно жестко. Она вкусная. Сырком отдает, но она капец какая острая. Красный доширак нервно курит в стороне вообще. Вкусная, правда. Острая. Она острая очень. Давайте бульон попробуем. Как раз вот тут, видите, плавает. Прям явный перец. Она прям красно-красная. Есть сырочек чуть-чуть. Где-то привкус какой-то. Я аж там прослезился. Она острая. Ядреная. У кого насморк, нос не пробивается. Жахните. У меня уже потекли. Но из-за того, что она вот такая толстая, она прям воздушная какая-то. Волшебная лапша. Если ее чуть больше добавить воды, она будет менее острее, но не будет от этого какого-то нежного, далекого, приятного привкуса сыра. А так, если убрать остроту, я любитель острого, нормально жжет, прям горит, то 10 из 10. Офигенная лапшичка. Второй экземпляр. Второго вот этого. Давайте, смотрите. Она как-то она не очень. На вид, по сравнению с той. Бледненькая такая. Какая-то зеленушечка плавает. А заметили, ни там, ни здесь нету вот этих соевых кусочков мяса. Ну, здесь непонятно, лучок, что ли. Угу. Давайте пробовать. Горячая. Капец. Хорошая банка так. Долго. Тепло держит. Из-за того, что та острит, я не пойму, это острое или нет. Ну, блин. Знаете, вам что скажу? Она хотя и невзрачная такая на вид. Да, вон, смотрите, бульончик такой. Бульончик такой цветом неплохо. О, вкусно. Она действительно вкусная. Вот с этим, с кимчи. Не знаю, что такое кимчи. Если есть кто-нибудь, кто знаком с китайской культурой, напишите, что такое кимчи. А лапшичка она тоненькая, длинная. Но если бы она была острая, мне бы еще больше горело. А так обалденная. Вкусная лапша вообще. Давайте бульон. Бульон такой нежный. Он такой чуть-чуть кисловато-сладкий. И вкусный. Вообще капец. 10 из 10 топчик вообще. Видите, на сопельке как пробивает. Ну, уже вроде отошло. И смотрите. Вот это наша кудрявая, необычная лапша. Смотрите, какой белый бульон.
Как будто, может, на сливках, в молоке. Ну, написано было острая куриная лапша. И нарисован сбоку сырочек. Сейчас мы вот эту всю красоту перемешаем. Ну, на вид, да, сравните. Вот. Как это ярко, красочно выглядит. Да, какой приятный на цвет бульон. Какие-то плавают жиринки. Лапшичка где-то подкрасилась. И вот это. Невзрачная на вид, но вкусная. Так что, как я всегда и говорил, что не вещи красят человека, а то, что у него внутри. Также и лапша, ее не визуал красит. Да? Хотя визуал так красит. Ну а самое главное, какая она на вкус. Она может быть невзрачной и некрасивой, но на вкус приятной. Так же, как и человек. Нацепив на себя много красивых шмоток, обставив себя большим количеством красивых вещей и дорогих, не делает его хорошим человеком. О чем я всегда и говорю. Давайте пробовать. Кстати, ну-ка на запах. Пахнет прям чем-то таким молочным. Прям молочным. Уже не могу, хочу попробовать. Пробую. Вот мне больше сырного, чем в той. Какой-то, я не знаю, привкус молочно-сырный. Как будто я на молоке заварил. И она очень сластит. Прям сластит. И лапша, кстати, прикольная. Из-за того, что он сластит как-то, не знаю, мне не по себе. Я немножко не понимаю этого. Но она неплохая. Бульончик давайте попробуем. Я говорю, вот этот привкус сладкости. Острая. Мне вот это не очень нравится. Лапша прикольная, красивая. Сама на вкус лапша классная. Но вот этот сладковатый, ну вот этот сладковатый, сладкий, короче, привкус бульона и самой лапши, не знаю, 6, 5, наверное, даже из 10. Ну и как я и говорил, помните, что не вещи красит человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.